Тест «Нимфея. Ваши чувства. Насколько вы открыты в отношениях». Мои дорогие, предлагаю принять участие в интересном тесте, который покажет, насколько вы открыты в своих чувствах и как вы проявляете себя в любви. Вам будет предложено выбрать несколько цветков нимфеи. Начнем с предыстории легендарного цветка. Водяная лилия, кувшинка, нимфея. Название одного и того же растения. Это одно из самых красивых водных растений, символ чистоты и милосердия. Своим внешним видом оно заставило сложить о себе различные истории, нимфы и легенды. Нимфея с желтыми приятно пахнущими цветками называется кубышка, а с белыми цветками – водяная лилия. Но все эти представители относятся к одному семейству – кувшинковые. Научное название нимфея произошло с древнегреческого языка. Растение является родственным египетскому лотосу. Нимфея – царица вод. Множество сказаний сложено о водяной лилии. В Греции сказывают, как юная нимфа возгорелась любовью к Геркулесу, но не разожгла девушка в нем ответной страсти и умерла от тоски. Из нее вырос цветок, восхитительная белоснежная нимфея. В древности водяная лилия почиталась как символ красноречия и привлекательности. На туниках и в прическах юных девушек красовалась загадочная нимфея. В день женитьбы Елены Прекрасной и Менелая Микенского, унаследовавшего в результате брака престол Спарты, двери в покое новобрачных украсили водяными лилиями. Слово «нимфа» трактуется как «русалка». Русалочьим цветком ее назвали, потому что считали, что кувшинки ночью погружаются под воду, оборачиваясь в красивых русалок, а на рассвете вновь превращаются в водяные лилии, чтобы украшать гладь прозрачной воды. Еще одна интересная легенда Германии о водяной лилии. Давным-давно молодая русалка полюбила местного царя. Не найдя отклика в его сердце, она превратилась в кувшинку. Цветком русалок кувшинку назвали еще потому, что люди верили, будто нимфы прячутся днем в соцветиях и на листьях лилии, а лишь наступит полночь, они начинают кружиться в хороводе, увлекая за собой под воду заблудившихся путников. Даже если человеку удавалось ускользнуть от красавиц-русалок, все равно горе настигало его и иссушало. Северо-западные германцы, особенно фризы и зеландцы, преклонялись перед нимфеей, называли ее «лебединый цветок». Свои гербы они украшали изображением 7 соцветий кувшинки и считали себя непобедимыми в бою под этим стягом. Оттуда произошло еще одно название – «Sea-Blätter» – «морские листья». В истории разных народов белую лилию часто используют как оберег, который помогает от недугов, сглаза, заговоров, от различной нечисти. Но помогает не сам цветок, а его корень. Человека с черными помыслами цветок погубит. Путнику, взявшему с собой корень лилии, не страшны ни ведьмы, ни колдуны. Благодаря его магическим свойствам славяне называли цветок «одолень трава», что означает «одолеть», победить любой недуг или насыл. Перейдем к основной части теста. Выберите 3-5 цветков водяной лилии из предложенных вам 15 и узнайте, открыты ли вы в своих чувствах, как вы проявляете себя в любви. Для просмотра ответов перейдите к тайм-коду в описании под этим видео. Напишите, пожалуйста, какие варианты вы выбрали, понравились ли они вам, соответствует ли описание с вами. Делитесь этим видео с друзьями. Итак, перед вами 15 прекраснейших цветков водяной лилии. Выбирайте свои варианты.
Желаю вам удачи! Нимфея номер 1. Вы очень чувствительная, тонкая натура. У вас богатый внутренний мир. Вы видите все в иллюзорном свете своих фантазий. Открытая лилия – знак открытости души. Вы ранимы и склонны идеализировать всех и все. Вы не скрываете свои чувства, полностью обнажаете свои эмоции и то, что дорого вашему сердцу. Вы склонны к сопереживанию и состраданию. Всегда придете на помощь. Ваши действия исходят от чистого сердца. Нимфея номер 2. Вы еще очень молоды душой, невзирая на то, что вы пережили очень многое в своей жизни. Опыт жизненной мудрости научил вас трезво оценивать ситуацию и доверять лишь тому, кто достоин этого. Вы очень коммуникабельны, но никому не расскажете, что у вас на сердце. Внутренние страхи мешают вам в принятии решения. Поверьте в себя, не бойтесь сделать шаг навстречу своим мечтам. Дышите полной грудью. Нимфея номер 3. Вы очень многогранный человек. Раскрытая водяная лилия – знак вашей искренности и открытости души. Вы не скрываете своих чувств и эмоций, что делает вас уязвимой перед недоброжелателями. Вы зависимы от эмоций. У вас очень большое сердце. Не стоит открывать свою душу каждому. Возьмите на вооружение. Не встречайте людей с распростертыми объятиями. Не помогайте им вас распять. Нимфея номер 4. Вы скрытный, ложный человек. Ваша душа для многих людей – это потемки. Вы могли обжечься в прошлом и теперь предвзято и с опаской относитесь ко многим людям, ожидая от них удара в спину. Вы не готовы снова потерпеть поражение, ощутить боль и разочарование. Поверьте, есть те люди, которым вы бы могли доверять, кто бы мог вас полюбить, кто поймет вас без слов. Эта встреча непременно произойдет. Нимфея номер 5. Вы любите быть в центре внимания. Распустившаяся лилия – знак открытости вашей души. Открыто проявляете свои эмоции и то, что кроется в вашем сердце. Вы обладаете притягательным обаянием. Также наделены яркой способностью к эмпатии, чувствованию прекрасного. У вас очень развита интуиция. Желая испытать полноту чувств, счастье и романтику, можете иметь слабость, склонность к непостоянству, изменам. Нимфея номер 6. Вам сложно доверять людям. Опыт прошлых ошибок оставил в вашей душе болезненный шрам. Со стороны вас видят холодной, равнодушной и неприступной. Но это совсем не так. Вы умеете любить по-настоящему и хранить верность. Но вы боитесь снова ошибиться, так как не сможете вновь перенести эту боль. Если человек честен и предан вам, ради него вы способны на многое. Вы достойны лучшего. Это свершится. Нимфея номер 7.
Вы не так наивны, какой хотите казаться. Жизнь не раз сыграла с вами злую шутку, вследствие чего вы научились отличать искренних людей от фальшивых в масках. Всегда готовы помочь тому, кто с вами искренен. Снаружи вы снежная королева, но внутри вас живет девушка с большим сердцем. В случае необходимости вы готовы играть выгодную для вас роль, так как научились ценить и уважать себя. В жизни вы полагаетесь теперь лишь на себя. Нимфея номер 8. Образ распустившейся лилии говорит об открытости вашей души. Не все, кто с вами знаком, знают вас до конца. Все, что происходит в вашей жизни, вы пропускаете через призму своих эмоций, что делает вас уязвимой для ваших завистников, а их у вас много. Вы действуете от сердца, понимая, что было бы лучше отключать эмоции и идти по жизни, следуя велению разума. Вы в поиске своей половинки, того, кто вас достоин. Нимфея номер 9. Вы романтичная, мечтательная натура. В общении с людьми вы не открываетесь полностью, а лишь приоткрываете завесу того, к чему вы стремитесь. Вы не готовы полностью изливать душу, но открыты к общению. Стремитесь к реализации задуманных планов. Мало мечтать, необходимо действовать. Ваше кредо. Вы очень терпеливы. Это помогает вам достигать вершин. Вас воспринимают как аристократическую личность. Нимфея номер 10. У вас очень чистая душа. Вы на редкость сдержаны, воспитаны, элегантны. В вас видят достойную, благородную, именитую личность. О вас положительно отзываются и ставят в пример. Хотя вы не готовы впускать каждого в свою душу, но всегда готовы всех выслушать и помочь. Вы не хотите быть похожей на кого-то, что делает вас индивидуальностью. На пути к цели никому не причиняйте вреда. Вы повысите статус, станете чьим-то идеалом. Нимфея номер 11. Вы уверены в себе и твердо идете по жизни. Распустившийся бутон лилии – знак чистоты помыслов. Внешне вы очень хрупкая и беззащитная. Но это всего лишь оболочка. Вы способны побороть невзгоды и испытания, наделены мужеством и стойкостью. Вы умеете постоять за себя, всегда на стороне справедливости. При всей вашей женственности, красоте и харизме вы обладаете аналитическим умом. Зачастую такие дамы одиноки. Нимфея номер 12. У вас мудрая душа, вы много пережили в этой жизни. От вас веет спокойствием и умиротворением. Вы добры и щедры. Вы не скрываете своих чувств, умеете любить по-настоящему. Вы обладаете высокой степенью ответственности и готовы заботиться о близких. Вам пора напомнить, что на всех вас не хватит. Стоило бы начать жить для себя. Вы очень талантливы, способны воплотить идею в жизнь. Вас ждет счастливое будущее. Нимфея номер 13. Вы молоды душой, мечтательны, можете быть эмоционально уязвимой и душевно чувствительной, обладаете созидательным потенциалом, воплощаете любую идею в жизнь. У вас развита интуиция. Опыт прошлого заставил вас взять паузу в отношениях, но вы готовы к возрождению внутреннего мира ваших эмоций и проявлению лучших чувств. В вашей жизни появится человек, с которым вы познаете настоящую истинную любовь. Нимфея номер 14. Сколько бы вам не было лет, вы чисты, открыты и несколько наивны. Вспомните, что делает вас счастливой. Не нужно для всех быть идеальной, стараться всем угодить.
Позаботьтесь о своем личном счастье и благополучии. Вы настолько идеальны, благородны, что вас можно ставить в пример. Многие до сих пор живут прошлыми воспоминаниями. Когда-то вы были поистине счастливы. Вы бы хотели вернуть былую жизнь. Последняя нимфея номер 15. Вы серьезно относитесь как к любви, так и к построению любого рода отношений. На данном этапе жизни вы в поиске зоны комфорта и стабильности, взяв тайм-аут в личной жизни. У вас много планов, идей, что вам необходимо воплотить в жизнь. Вы сторонник преданности в отношениях. Верите, что в будущем вы обязательно встретите свою половинку. На данный момент вы в ожидании перемен к лучшему. Вы идете уверенно по жизни. Благодарю всех за участие в тесте. Подписывайтесь. Напишите в комментариях ваш выбор. Делитесь этим видео с друзьями. Отличного всем настроения. Пока-пока.